Приветствую, друзья! Меня зовут Амар, я врач-невролог. Какие основные причины боли в пояснице и что вообще там может болеть? В первую очередь, это миофасциальный синдром. Нарушается работа мышц и фасции и возникает болезненный спазм околопозвоночных мышц. Также может давать боль связочный аппарат, перерастянутая связка или сухожилие или капсула сустава. Также боль может давать артроз фасеточных суставов. Воспалительные процессы около позвоночника тоже могут давать боль. Некоторые заболевания внутренних органов тоже могут напоминать боль в пояснице. Наиболее частой причиной боли в спине являются межпозвонковые грыжи и протрузии. Они сдавливают нервные структуры, что вызывает боль. Протрузия – это выпячивание ядра межпозвонкового диска без разрыва фиброзного кольца, а грыжа с разрывом кольца. Симптоматически проявления грыжи протрузии не отличаются. Можно сказать, что протрузия – это просто маленькая грыжа. Можно выделить несколько основных факторов, которые влияют на развитие грыжи протрузий. В первую очередь это осанка. Если сохранены физиологические изгибы позвоночника, позвоночник работает как амортизатор, и это значительно снижает нагрузку на сам позвоночник. Второй фактор – это лишний вес. Лишний вес приводит к повышенной нагрузке на позвоночник и в первую очередь на поясницу. Третий фактор – это неправильная техника подъема тяжести, когда человек поднимает вес за счет спины, а не за счет ног. Четвертый фактор – это генетика. У каждого человека старение соединительной ткани происходит с разной скоростью, и на это повлиять нельзя. Пятый фактор – это курение. Курение снижает уровень кислорода в крови, что нарушает питание межпозвонкового диска. И последний фактор – это гиподинамия. Когда человек мало двигается, это приводит к атрофии мышц. Соответственно, если выполнять упражнения, можно вернуть мышечную массу и стабилизировать позвоночник. Сейчас мы покажем простые проверенные упражнения, которые эффективны при боли в пояснице. Это упражнения по методу Маккензи. Упражнения по данному методу доказали свою эффективность в клинических исследованиях. Мы все же рекомендуем обратиться к специалисту, если у вас боль возникла остро. Это позволит исключить патологию внутренних органов, онкологию и острые неврологические состояния. Первое упражнение. Лягте на живот и находитесь в данном положении 2-3 минуты. Это упражнение подойдет для тех, у кого боль очень острая. После того, как вы закончили это упражнение, переходите ко второму. Поставьте руки перед собой и сделайте прогиб. Второе упражнение. Оставайтесь тоже в таком положении 2-3 минуты. Изначально могут возникать болезненные ощущения, но они, как правило, проходят со временем. Что происходит в данном упражнении? Мы двигаем диск вперед и снимаем компрессию с нервных структур, и боль уменьшается. Находитесь в данном положении 2-3 минуты. Если в таком положении возникает острая боль, вы можете чуть-чуть уменьшить амплитуду и находиться сначала в положении таком, а потом по чуть-чуть ее увеличивать. Если устают руки или локти, можно опуститься вниз, немножко отдохнуть и потом снова подняться и продолжить. Но чтобы сумма была 2-3 минуты по времени в таком положении. В третьем упражнении поставьте руки как при отжиманиях и сделайте прогиб. Задержитесь 2-3 секунды наверху и опускайтесь вниз. И сделайте таких 10 повторений. При грыжах и протрузиях поясничного отдела позвоночника часто болит не само место, где они находятся, поясница, а боль отдает в ногу. Если есть такая боль и вы выполняете данные упражнения, то боль может перейти с ноги обратно в поясницу. Это называется централизация боли, и это нормальный процесс, который говорит о том, что упражнения подходят. После того, как боль перешла в поясницу, она постепенно будет уменьшаться при регулярном выполнении упражнений. Мы рекомендуем при острой боли просто делать первое упражнение, лежа на животе 2-3 минуты. Если состояние уже не сильно острое, то можно начинать сразу с второго упражнения. Находимся в таком положении, в статике 2-3 минуты. И после этого делаем третье упражнение.
Третье упражнение необходимо делать 10 повторений. Для того, чтобы получить хороший эффект от данных упражнений, необходимо делать их 5 раз в день или как минимум 3 раза в день. Это не занимает много времени, но они очень эффективны. Важно знать, что чем дольше болела спина, тем больше времени требуется на восстановление. Если боль в спине есть более 3 месяцев, то эта боль уже сформирована на уровне головного мозга, и убрать ее становится сложнее. Для этого требуется время. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео и делитесь полезной информацией с друзьями.